Ветер яростно бьет по лицу Нихан на самом краю высокого скалистого обрыва. Ее глаза полны леденящего ужаса и абсолютной беспомощности перед надвигающейся страшной катастрофой. Кемаль мертвой хваткой держит Эмира за руку над опасной смертельной ловушкой. Эмир нервно дышит, осознавая свой неминуемый конец в этой жестокой проигранной игре. Кемаль медленно переводит свой тяжелый взгляд на плачущую навзрыд беззащитную Нихан. В его черных глазах читается безграничная любовь и горькое, вечное немое прощание. Время замирает, пока Нихан срывает голос в отчаянном и совершенно бесполезном крике. Кемаль делает последний вдох и резко убирает свою ногу с металлической мины. Ослепительная вспышка света мгновенно поглощает обе мужские фигуры на самом краю обрыва. Оглушительный грохот разрывает пространство, превращая тихий вечер в настоящий адский пылающий кошмар. Ударная волна сбивает Нихан с ног, безжалостно отбрасывая ее на жесткую землю. Эмир принимает на себя всю смертельную мощь разорвавшегося горячего металла и огня. Сильнейший толчок вышвыривает тело Кемаля далеко за край спасительной твердой земли. Он стремительно летит вниз сквозь густое удушающее облако черного дыма и пыли. Холодные воды Босфора с жадностью проглатывают падающего мужчину в свои темные глубины. На вершине скалы оседает густая пыль над кровавым месивом и горящими обломками. Нихан с огромным трудом поднимает голову, чувствуя соленый вкус крови на губах. Звон в ушах заглушает шум сильного ветра и крики чаек над морем. Она судорожно ползет на коленях к краю образовавшейся от мощного взрыва воронки. Ее дрожащие пальцы цепляются за острые камни, разрывая нежную кожу в кровь. Нихан смотрит вниз, надеясь увидеть чудо в бушующих темных волнах холодного Босфора. Но там лишь жестокая пустота и белая густая пена, бьющиеся о скалы. Осознание произошедшего медленно проникает в ее воспаленный от глубокого шока и боли разум. Душераздирающий вопль срывается с ее губ, раскатываясь эхом по всему пустынному побережью. Она бьет кулаками по земле, проклиная несправедливую судьбу за этот жестокий исход. Тем временем под водой царит абсолютная, пугающая тишина и ледяной густой мрак. Тело Кемаля медленно погружается все глубже, словно сломанная кукла без малейших признаков жизни. Мощное подводное течение подхватывает его и стремительно уносит прочь от скалистого берега. Густая кровь тонкой струйкой растворяется в соленой воде вокруг его разбитой головы. Его сердце бьется настолько слабо, что кажется, будто оно уже окончательно остановилось. На берегу начинают завывать сирены приближающихся полицейских машин и карет скорой помощи. Спасатели силой оттаскивают обезумевшую от горя Нихан от края опасного разрушенного обрыва. Она отчаянно сопротивляется, пытаясь вырваться и броситься вниз за своим возлюбленным мужчиной. Медики вкалывают ей сильное успокоительное прямо на месте страшной кровавой жестокой трагедии. Взгляд Нихан стекленеет, пока она неотрывно смотрит на кусок разорванной рубашки Кемаля. Полицейские водолазы немедленно приступают к поискам тел в опасных темных прибрежных водах. Темные волны скрывают любые следы, делая операцию спасения практически совершенно невозможной задачей. Проходят долгие, мучительные часы бесплодных поисков на дне холодного и неспокойного жестокого моря. Спасатели достают лишь изувеченное взрывом тело Эмира и молча складывают его в мешок. Официальное заявление полиции звучит как окончательный, не подлежащий обжалованию жестокий смертный приговор. Тело Кемаля Сойдери не найдено и официально признано унесенным сильным непредсказуемым подводным течением. Шансы выжить после такого взрыва и падения равны абсолютному, холодному и математическому нулю. Для всего мира история Великой Черной Любви закончилась на этом самом проклятом обрыве. Но судьба всегда пишет свой собственный сценарий там, где человеческая логика бессильна. Проходит после того рокового дня на высоком скалистом берегу. Далеко на севере, на диком Черноморском побережье, бушует невероятно сильный разрушительный ночной шторм. Высокие волны с яростью выбрасывают морской мусор и водоросли на острые скользкие камни. Старый одинокий рыбак в потертом дождевике медленно идет вдоль береговой линии ранним утром. Его лицо изрезано глубокими морщинами, а темные глаза привыкли к суровому непредсказуемому морю.
Внезапно он замечает темный силуэт, крепко застрявший между двух огромных мокрых холодных валунов. Старик ускоряет шаг, скользя тяжелыми мокрыми сапогами по опасной и неровной каменистой поверхности. Перед ним лежит полумертвый мужчина, бледный, как сама холодная, безжалостная и тихая смерть. Его одежда превратилась в жалкие лохмотья, крепкое тело покрыто страшными глубокими рваными ранами. Рыбак опускается на колени и прикладывает свои дрожащие пальцы к шее неизвестного незнакомца. Слабый, еле заметный редкий пульс бьется под холодной и совершенно бледной ледяной кожей. Старик с невероятным физическим трудом взваливает тяжелое тело молодого мужчины на свою спину. Он тащит его сквозь пронизывающий холодный ветер к своей одинокой старой деревянной хижине. Внутри пахнет сушеной рыбой, старыми просмоленными сетями и крепким горячим свежим черным чаем. Рыбак укладывает незнакомца на жесткую кровать и начинает аккуратно промывать его страшные раны. Морская соль въелась глубоко в плоть, оставляя уродливые красные следы на крепком теле. Следующие 7 дней превращаются в бесконечную изнурительную борьбу за жизнь этого неизвестного человека. Незнакомец горит в страшной лихорадке, постоянно метаясь по узкой старой скрипучей деревянной кровати. Он не произносит ни единого внятного слова, лишь глухо стонет от адской невыносимой боли. Старик терпеливо отпаивает его целебными горькими отварами из редких трав, собранных на скалах. На 8-ю ночь прерывистое дыхание мужчины внезапно выравнивается и становится абсолютно спокойным. Он медленно открывает глаза, неотрывно глядя в темный потолок старой ветхой рыбацкой хижины. В его пустом взгляде нет ни страха, ни физической боли, лишь бесконечная звенящая пустота. Рыбак осторожно подходит ближе, крепко держа в узловатых руках кружку с чистой теплой водой. Мужчина переводит на него свой тяжелый, ничего совершенно не выражающий абсолютно пустой взгляд. Он пытается что-то сказать, но из пересохшего больного горла вырывается лишь тихий хрип. Старик бережно приподнимает его голову, помогая сделать несколько глотков живительной спасительной теплой влаги. Память спасенного мужчины стерта почистую, словно чистый белый лист бумаги после сильного ливня. Он совершенно не знает своего имени, своего стертого прошлого и причины своих страшных шрамов. Только размытый силуэт плачущей женщины продолжает невыносимо мучить его воспаленный и разбитый разум. Тем временем в Стамбуле Нихан одиноко сидит в абсолютно пустой холодной художественной студии. Вокруг нее плотным кольцом расставлены десятки незаконченных холстов с одним и тем же лицом. Лицом единственного мужчины, которого она поклялась любить до самого последнего своего земного вздоха. Она методично закрашивает густой черной краской яркие счастливые цвета на своих старых законченных картинах. Нихан категорически отказывается верить полицейским отчетам и принимать факт его ужасной трагической смерти. Внутри нее пульсирует странная, иррациональная уверенность, совершенно не подвластная никакой здравой логике или фактам. Каждую ночь она тихо приходит на пустую набережную, вглядываясь в черную холодную водную гладь. Холодный ветер треплет ее волосы, принося соленый запах огромного и жестокого ночного моря. Она шепчет его имя в пустоту, ожидая невозможного спасительного ответа от темной бушующей стихии. Жизнь жестоко разделилась на 2 параллельные реальности, которые однажды непременно обязаны столкнуться вновь. Прошел ровно 1 длинный мучительный год с момента страшной трагедии на проклятом высоком скалистом морском берегу. Холодный осенний ветер безжалостно срывает желтые мертвые листья с высоких деревьев в огромном шумном деловом Стамбуле. Нихан уверенным шагом заходит в стеклянное здание своего огромного холдинга, плотно окруженное суровой и мрачной охраной. Ее лицо не выражает абсолютно никаких человеческих эмоций, напоминая идеальную, но не живую холодную белую мраморную статую. Она носит исключительно черные строгие деловые костюмы, навсегда добровольно отказавшись от любых ярких и радостных красок. Сотрудники огромной компании нервно опускают глаза, когда молодая властная женщина быстро проходит мимо их рабочих столов. Нихан тяжело садится в большое кожаное кресло и устало смотрит на панорамный вид серого неспокойного Босфора. В ее груди образовалась огромная черная зияющая дыра, которую совершенно невозможно заполнить тяжелой работой или деньгами. Каждый вечер она запирается в своей огромной роскошной пустой квартире и наливает полный бокал крепкого вина.
Она методично уничтожает свои старые красочные картины, безжалостно разрезая дорогие плотные холсты острым холодным канцелярским ножом. Ее светлое творчество навсегда умерло вместе с Кемалем, оставив после себя лишь пепел и глухую пустоту. Совет директоров холдинга недоволен ее жесткими управленческими решениями, но никто не смеет перечить властной непреклонной женщине. Она выкупила ту самую проклятую скалу, где произошел взрыв, и приказала обнести опасную территорию высоким забором. Нихан категорически запретила произносить имя эмира в своем присутствии, стирая любые упоминания об этом страшном человеке. Каждая фальшивая улыбка дается ей с невыносимой болью, поэтому она предпочла навсегда забыть эту бесполезную мимику. Каждое воскресенье она стабильно приходит к пустой мраморной могиле, где нет тела ее любимого единственного мужчины. Нихан часами неподвижно сидит на холодной сырой земле, тихо разговаривая с бездушным серым камнем под дождем. Она рассказывает ему о каждом прожитом сером дне, свято и слепо веря, что он обязательно слышит. Тем временем далеко на холодном севере бушует суровое и абсолютно неприветливое темное и жестокое Черное море. Молодой мужчина с густой темной бородой яростно рубит тяжелым топором старые прогнившие доски длинного деревянного причала. Кемаль отзывается на имя Мехмед, которое дал ему спасший его старый добрый и очень мудрый рыбак. Тяжелый физический труд до полного изнеможения отлично помогает ему заглушить невыносимую звенящую пустоту в больной голове. Каждое туманное утро он выходит в открытое море, отчаянно сражаясь с высокими опасными ледяными солеными волнами. Мехмед стал невероятно угрюмым и постоянно молчаливым, его боятся и одновременно уважают все местные суровые рыбаки. Он обладает поразительной физической мощной силой и никогда не отказывает в помощи нуждающимся слабым соседям-рыбакам. Он быстро научился чинить старые моторы лодок, интуитивно понимая сложные механизмы без каких-либо прежних технических знаний. Местные женщины часто заглядываются на красивого угрюмого чужака, но он не подпускает к себе абсолютно никого. Его больное сердце словно покрылось толстой коркой льда, которая тает только во время ночных болезненных сновидений. Иногда он находит выброшенные морем гладкие круглые камни и часами нервно вертит их в сильных пальцах. Но каждую долгую ночь он резко просыпается в холодном липком поту на своей старой скрипучей кровати. Его жестоко мучают обрывки странных воспоминаний, где женские изящные руки тянутся к нему сквозь густой туман. Он помнит лишь тонкий аромат сладких дорогих духов, который медленно сводит его израненную душу с ума. Старый рыбак молча ставит перед ним железную помятую кружку крепкого черного чая, сочувственно качая седой головой. Старик прекрасно все понимает, ведь этот сильный сломленный мужчина потерял нечто гораздо большее, чем просто память. Мехмед пристально и долго смотрит на свои огрубевшие мозолистые руки и безуспешно пытается вспомнить прошлые прикосновения. Однажды во время невероятно сильного шторма он смело бросился в ледяную воду спасать тонущего неопытного мальчишку. В момент глубокого погружения в темную пучину его мозг пронзила острая вспышка воспоминания о свободном падении. Он чудом вытащил парня на берег, но после этого долго лежал на мокрых камнях, тяжело дыша. Паническая атака накрыла его с головой, заставив вспомнить оглушительный грохот и едкий запах горящего плавленного металла. В просторном светлом кабинете холдинга Нихан бездумно подписывает важные документы о расширении масштабного благотворительного экологического фонда. Этот амбициозный проект предполагает немедленное масштабное строительство новой инфраструктуры в самых отдаленных и бедных прибрежных районах. Ее уставший пустой взгляд случайно цепляется за название маленького неприметного рыбацкого поселка на краю огромной карты. Внезапный странный необъяснимый импульс мгновенно заставляет ее больное сердце забиться чуть быстрее обычного монотонного спокойного ритма. Она принимает неожиданное твердое окончательное решение лично отправиться туда, чтобы срочно сбежать от удушливой мрачной атмосферы. Нихан приказывает своему верному личному помощнику немедленно подготовить бронированную машину для долгой поездки на далекое побережье. Рано утром следующего мрачного дня массивный черный внедорожник медленно едет по узкой извилистой горной опасной дороге. Густой непроглядный серый туман плотно окутывает высокие отвесные скалы, создавая гнетущую напряженную атмосферу надвигающейся тяжелой трагедии. Нихан молча и напряженно смотрит в тонированное стекло окна, внимательно наблюдая за бушующими волнами холодного моря.
Мелкий холодный противный осенний дождь начинает ритмично барабанить по блестящей крыше дорогого и мощного черного автомобиля. Машина, наконец, медленно и тяжело въезжает в бедный рыбацкий поселок, немедленно привлекая удивленные взгляды местных жителей. В это же самое роковое время Мехмед одиноко стоит на старом деревянном пирсе в темном плаще. Его лицо надежно скрыто глубоким широким капюшоном, защищающим от пронизывающего ледяного осеннего северного ветра и дождя. Он методично и абсолютно спокойно распутывает тяжелые мокрые рыболовные сети, совершенно не обращая внимания на шум. Нихан медленно выходит из салона машины, и ледяной пронзительный ветер тут же резко обжигает ее лицо. Она плотнее запахивает свое длинное элегантное черное пальто и медленно идет прямо вдоль пустынной береговой линии. Шум разбивающихся о гигантские острые камни ледяных волн странным образом немного успокаивает ее измученную ноющую душу. Суровые рыбаки на деревянном пирсе мгновенно замолкают, с огромным нескрываемым удивлением разглядывая красивую элегантную городскую женщину. Нихан абсолютно не замечает их пристальных любопытных взглядов, она полностью и безвозвратно погружена в тяжелые мысли. Ее стройные уставшие ноги сами несут ее прямо к краю старого причала, пахнущего солью и рыбой. Мехмед неподвижно и крепко стоит к ней широкой спиной, упрямо продолжая тянуть тяжелую мокрую огромную сеть. Расстояние между ними неумолимо и стремительно сокращается с каждым осторожным робким шагом уставшей молодой красивой женщины. Внезапный резкий пронзительный крик пролетающих чаек заставляет Нихан остановиться и испуганно поднять глаза на серое небо. Этот дикий птичий звук внезапно и очень жестоко возвращает ее в тот страшный день на обрыве. Она крепко закрывает глаза, отчаянно пытаясь отогнать ужасные болезненные воспоминания о мощном взрыве и страшном падении. Мехмед делает глубокий прерывистый тяжелый вдох, и его широкие сильные плечи медленно поднимаются под мокрой тканью. Этот неуловимо родной и бесконечно знакомый жест заставляет Нихан резко открыть глаза и пристально посмотреть вперед. Она отчетливо и ясно видит высокую крепкую мужскую фигуру в темном мокром плаще в нескольких метрах. Что-то невероятно теплое и до боли знакомое чудится ее воспаленному разуму в развороте этих сильных плеч. Ее больное сердце пропускает один болезненный удар, а дыхание мгновенно перехватывает от внезапно нахлынувшей сильной тревоги. Нихан делает неуверенный и очень робкий дрожащий шаг вперед, будучи абсолютно не в силах оторвать взгляд.